Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке будем вязать с вами вот такой вот интересный узор. Прекрасно подойдет для ваших летних сумочек, авосик. Узор можно вязать как поворотными рядами, так и по кругу. Здесь у меня провязаны столбики с 3 накидами. Вот как выглядят вот эти вот дырочки. А вот еще у меня есть образец, где я вязала столбики не с 3 накидами, а с 2 накидами. Смотрите, какие получаются ячейки. Образец получается немножко поменьше, хотя и это у меня шнур 2 миллиметра. Только вот это у меня шнур макарони. А вот это у меня шнур карамель бэби 2 миллиметра, и тот и другой. Образец будем вязать вот из этого шнурочка карамель бэби, заказать который можно на сайте пряжи Центр РФ по моему промокоду со скидкой 10%. Ссылку оставлю в описании под данным роликом. Итак, для работы нам понадобится вот такой вот шнурочек карамель бэби и крючок номер 3. Приступаем к вязанию. Итак, делаем первый узелок и набираем количество петель, которое делится на 4, плюс 2 воздушные петли. Итак, для образца я набрала 18 воздушных петелек. Так, первый рядочек мы будем вязать, набираем 2 воздушные петли и полустолбики с 1 накидом провязываем. Должно у нас их получиться 18 полустолбиков с 1 накидом. Итак, провязали мы 18 полустолбиков с 1 накидом. Переходим на второй ряд. Набираем 6 воздушных петелек. 4, 5, 6. Так как в образце, как и в этом образце, будем провязывать столбики с 3 накидами. Повторяю, что можно то же самое делать и провязывать не 3 накида, а 2 накида. Так, делаем накид во вторую петельку, захватили полупетлю, снова накид в четвертую, еще один накид в шестую из этих всех набранных, накид и не в эту петельку, а вот в следующую мы ныряем. Смотрите, и теперь провязываем по 3 петли. Вот какие рельефные получаются у нас столбики. 2 воздушные петли, снова 1, 2, 3 накида, 1, 2, 2 петельки пропускаем и в третью провязываем наш столбик с 3 накидами. Так, снова делаем накид, и теперь уже вот под эти из нашего столбика с 3 накидами вот под эти петельки накид, снова ныряем под эти петельки, еще один накид, то есть проделываем так 3 раза, и еще накид и рядышком в петельку, да, вот что у нас получается, и провязываем по 3 петли. Провязали, снова 2 воздушные петли. И таким образом вяжем до конца ряда. То есть вот здесь в первом ряду пропуская 2 петельки и в третью провязывая наш столбик с 3 накидами. Провязали, делаем накид, под 2 петельки заводим, снова проделываем то же самое и еще один накид. То есть это делаем 3 раза. Накид и в соседнюю петельку. Теперь по 3 петли все провязываем. Вот такие получаются красивые длинные столбики. Вяжем до конца ряда.
Смотрите, провязали мы второй ряд до конца, да, формируя вот такие вот красивые столбики наши. И теперь переходим на третий ряд. В принципе, мы будем чередовать первый и второй ряд. То есть сейчас мы тоже будем провязывать полустолбики с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли подъема и далее накид. И вот такие полустолбики с одним накидом. Над каждым этим нашим широким столбиком провязываем 2 полустолбика с накидом. И по серединке тоже у нас получается по 2 полустолбика с одним накидом. Вот, смотрите, над столбиком вяжем 1, 2 полустолбик с одним накидом. И по серединке тоже 2 полустолбика с одним накидом. Вяжем до конца ряда. Довязываем до конца наш третий ряд. Как я и говорила, над нашим этим столбиком 2 полустолбика с накидом. Вот, смотрите, провязываем в последнюю петельку. Все, и переходим к вязанию 4-го ряда. Набираем снова 6 воздушных петель. 5, 6. Разворачиваем наше вязание, накид и во вторую петлю накид, потом в 4-ю, накид, в 6-ю, накид и не в эту петельку, а вот в соседнюю. Все, и по 3 петли мы провязываем. И 2 воздушные петельки. Все, вот таким образом вяжется наш узор, совсем не замысловатый, но получается очень красивый. 2 петельки пропустили, в 3-ю провязываем наш столбик с 3 накидами, накид, накид, то есть проделываем это 3 раза, и еще 1 накид. И в соседнюю петельку опять же с накидом провязали, да, и по 3 петли все провязали. Все, то есть узор совсем несложный, но получается очень красивый. Опять же говорю, что он вяжется не только поворотными рядами, но вяжется и по кругу. Очень оригинально будет смотреться для летних сумочек, для летней одежды, если вязать из пряжи. Если вам понравился мой урок по вязанию вот такого вот узора, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!